Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствую вас, друзья, на нашем канале, на нашем дружном канале, где мы рассказываем о гаджетах, об увлечениях, о том, как мы с ними работаем и о том, что вообще у нас появилось в нашей интересной жизни вместе с моей супругой. Мы стараемся делиться этой информацией для того, чтобы вам было легче, для того, чтобы вы могли бы делать некоторые вещи более просто, даже если они сложные. Поэтому наш канал называется «Просто о сложном». Итак, этот выпуск будет посвящен, общий выпуск, не какой-то одной вещи, которую мы имеем, а это будет посвящен тому, что мы имеем с супругой разные коллекции. Мы вообще увлекающиеся люди, и по этой самой причине мы коллекционируем какие-то вещи. К примеру, моя супруга коллекционирует открытки, я коллекционирую пластинки, я коллекционирую ножи, я коллекционирую гитары. И все эти коллекции мы держим у нас, мы за ними стараемся следить, не покупаем как бы что-либо, а мы покупаем то, что могло быть очень интересным и которое долгое время радовало бы наш глаз. Но как получается всегда, что коллекция, когда она состоит из какой-то одной вещи, она еще коллекцией даже не называется. Но когда коллекция уже состоит из нескольких вещей, это говорит о том, что за этой коллекцией надо следить. И испокон веков всегда коллекция составлялась в каталоге. То есть раньше эти каталоги велись, конечно, на бумажках, составлялись какие-то, как, допустим, библиотека, где Оксана работает, составлялись ранее, когда не было компьютеров, какие-то чисто бумажные листочки, и с помощью них можно было следить за той обширной коллекцией, которая, к примеру, есть в библиотеке. Когда коллекция домашняя, допустим, у моего папы тоже есть коллекция книг, она тоже ведется до сих пор вручную, то есть он записывает и ведет. Надо как бы знать, что у тебя находится. В какой момент я, к примеру, пришел к тому, что мне необходимо знать, что в моей коллекции. А произошло это очень просто. Когда я всегда любил музыку и коллекционирую пластинки, и когда я снова возобновил коллекционировать пластинки, приобрел хорошую аппаратуру для того, чтобы слушать эти пластинки, один раз, будучи в Австралии, я приобрел, кажется, в Австралии или в Америке, я даже уже сейчас вам точно не скажу, я приобрел дважды одну и ту же пластинку. Почему? Потому что эта пластинка и эта группа настолько мне дорога. Это была группа Depeche Mode, их первая пластинка, 101-й концерт. И забыв, что она у меня есть дома, увидев ее в магазине, я ее купил снова. Приехав домой, я обнаружил это. Не расстроился, подумал, что пускай будет в запасе стоять. А потом стал думать, слушайте, пластинки – это достаточно дорогая вещь. Конечно, можно ее приобрести для того, чтобы она была у тебя в запасе, для того, чтобы это был бы как бы обменный фонд, но все равно это деньги. И может эта Depeche Mode пластинка так и пролежит все время для красоты. Я задумался, слушайте, я же не таскаю с собой эти пластинки постоянно с собой. Мне эти пластинки дома стоят, а я в отъезде. Сейчас, допустим, я подумал, у меня 10 их, 20, 30. Когда их будет 40, как сейчас, допустим, под 50, а потом 100, поверьте, вы потихонечку теряете из виду, что у вас действительно дома есть. И так как у вас что-то нравится, вы видите это, покупаете, потом я привожу домой, думаю, снова у меня вторая пластинка. Я задумался и долгое время искал. Сначала думал даже сделать свой каталог в каком-то Excel формате, туда вставлять, как в PDF и так далее. Можно было это, конечно, сделать, даже думал, может самому написать программу, вы знаете, я программированием увлекаюсь. Но я подумал, что, наверное же, есть какие-то готовые решения. И готовые решения какие? Если, допустим, эта программа была бы в Excel, то не всегда это четко отображалось бы у меня на моем мобильном телефоне, который со мной всегда, допустим, я куда-то иду по городу и хочу что-то купить. Это раз. Второе.
она не будет синхронизироваться с какими-то другими. Я там думал ее куда-то в облако тоже размещать. Ну, в общем, долгий-долгий процесс. Стал искать программу, которую можно загрузить на смартфон, которую можно загрузить на планшет, которая поддерживается операционной системой Android, и туда загружать свою коллекцию. Я вам скажу, я перебрал многое, и поэтому сегодня я делюсь с вами информацией очень достоверной, которая поможет вам держать вашу коллекцию в полном порядке и знать точно, что у вас есть. А также можно будет показывать эту коллекцию друзьям, можно синхронизировать с другими друзьями, кто с этой же программой, так сказать, дружит. И эта программа называется My Collection. За спиной вы видите, как выглядит эта программа на Windows, на операционной системе Windows. Но самый, так сказать, кайф и самое лучшее в этой программе, что она между разными операционными системами. То есть точно такая же программа у меня загружена на Android. И точно такая же программу я нашел совершенно бесплатно, я вам так скажу. Я нашел в App Store от Microsoft. Называется My Collection. У меня уже была регистрация, если честно сказать, я под Windows ее только загрузил во время этого перехода, даже не надеясь, что она есть. И каково мое было удивление, когда я ввел свои данные в этой программе, и вся моя коллекция моментально прилетела сюда. То есть это настолько удобно, настолько классно, настолько обалденно. То есть у меня сейчас эта коллекция есть на моем телефоне. У меня есть она, если надо, на планшете, на всех компьютерах, которые я хочу. И тоже вот на моем маленьком компьютере она есть и отображается сейчас за моей спиной. Давайте посмотрим, что это за программа и какие вещи она может делать. По моему мнению, поэтому я и делюсь с вами этой информацией. Эта программа может вообще все, что касаемо коллекции. Что бы вы ни коллекционировали, что бы у вас не было, туда можно включить. Даже недавно, я вам честно сказать, я подумал, и, наверное, я это воплощу в жизнь. В эту программу я внесу все ножи из моей тоже коллекции. У меня очень маленькая коллекция гитар, там всего лишь 5 штук. Но я их тоже туда могу сфотографировать и внести. И это будет прикольно, классно. То есть ты будешь видеть, что у тебя есть. Это как раньше, когда вы собирали марки, вы их ложили в какой-то альбом и потом могли его показать своим друзьям. То же самое и здесь. Если мне кто-то спросит, какие у меня пластинки четко и с какими альбомами находятся у меня в коллекции, я тут же покажу им, открыв эту программу. А проиграю ее, потому что у меня есть цифровая копия этих дисков. Давайте-ка посмотрим на эту программу, и вы сами решите, пользоваться вам таким, вообще увлекаетесь ли вы чем-то, и каким образом это можно использовать. Покажу я на примере того, как в нее внесены, чтобы вы видели, коллекция пластинок. Вот вы видите виниловая коллекция пластинок. На данный момент, как вы видите, вот можно прокручивать, все изображено в таких альбомах, которые я сюда загрузил, все эти обложки. То есть все эти альбомы, которые у меня есть, я загрузил сюда, используя миниатюры обложек, которые совершенно бесплатно скачал в интернете. Это не пиратство, я имею право это делать. Если вас не устраивает расположение вот такое, то вы можете нажать вот здесь, вот на этом, и вывести просто все данные, допустим. И теперь по каждой пластинке, как вы посмотрите, есть данные, что это за альбом, что это, в каком году выпущено, и что это. Естественно, это все я вношу сам сюда. Но на то она и коллекция. Вы ее покупаете, вы берете этот альбом, вы его ставите на полку, после этого вносите сюда. Ну, правда, я такой ленивый, что последнее посещение дома, несколько пластинок я сюда не внес. Но приеду, наверстаю. Теперь давайте пойдемте назад и посмотрим, что вообще представляет из себя эта программа. Я вам скажу честно, что виниловые пластинки, вот это вот все, здесь не было.
Поначалу в программе были просто музыкальные диски, книги, туристические фото, вина, может, кто-то коллекционирует. И вот посмотрите, что есть внизу. А внизу находится как раз, вот видите, мы открыли, вся коллекция моей любимой супруги Оксаны, ее открыток. То есть когда я еду за границей, если я один и без моей супруги, допустим, по работе, то мне не надо, придя снова в Гамбурге или в Венеции или где, спрашивать: слушай, а я не помню, была у тебя такая открытка или нет. Я просто могу открыть эту программу, посмотреть, есть ли такая чудесная открытка у Оксаны, и не дублировать. Купить ей то, что у нее нету. Также и Оксана, если она была бы одна, где-то поехала и захотела бы приобрести, допустим, мне какой-то альбом, даже в подарок, как любимому мужу, она могла бы зайти на своем аккаунте, куда присоединена моя коллекция, и посмотреть, а если эта пластинка у мужа, я могу, если у человека есть такая коллекция, дать ему доступ к моей коллекции, чтобы он сделал мне подарок. И он не будет дублироваться. Я могу эту коллекцию отправить моему другу, чтобы он посмотрел с тонким намеком. А скоро у меня день рождения. Посмотри, какая у меня коллекция, что там не хватает. И если он захочет делать подарок этот, то он сможет нормально не переживать, что, этому Вадиму я куплю подарок, пластинку или что-то еще, и это что-то повторится, ну и будет как-то неприятно. То есть, смотрите, все имеют доступ, все могут посмотреть, и это очень чудесно. Давайте пойдемте назад и еще посмотрим на то, что она может делать в плане настроек. Настройки сейчас мы даже не будем, я просто покажу вам, насколько это классно. Здесь можно составить новую коллекцию, виниловых пластинок здесь не было, я сам составил. Я сам составил те колумны, которые мне нужны для этих виниловых пластинок. Допустим, это сама название пластинки, сам альбом, как выглядит, название и год выпуска, и жанр. Жанр. Я не только слушаю тяжелый хард-рок или металл, у меня есть блюзовые вещи, классические вещи, поп даже тоже вещи, которые просто я преклоняюсь перед этими исполнителями, и как Мелин Фармер или кто-то еще. То есть я хочу знать жанр тоже, чтобы жанр здесь был внесен. Также есть приложение. Приложение постоянно обновляется. Самое интересное и самое классное, что у нее есть свое облако. У нее есть свое облако. И при нажатии сюда, вот здесь вот в уголок, это она подсоединена ко мне. Вот сейчас она даже синхронизируется с облаком. Мы находимся сейчас далековато от берега. У нас идет настройка через Starlink. И сейчас вся эта коллекция просто синхронизируется с облаком. Для чего? Что если я внес что-то сюда, сейчас эта копия уйдет в облако. И потом я ее смогу назад с облака забрать. Я платить за это облако не должен. Оно у меня есть и есть. Вот так оно настроено. Точно такое же, тут написано вот «друг» на многих языках оно существует. Давайте пойдемте снова в коллекцию и посмотрим, что там еще есть. В настройках приложения мы можем изменить тему приложения, язык, форматы, настройки облака, размер текста и многое-многое другое. Могу составить, значит, новую коллекцию, могу изменить коллекцию. То есть вот эти вот иконку, допустим, поставить коллекции или что-то еще. То есть для коллекционирования, для того, как эта коллекция выглядит, мое мнение, это бесценно. Теперь что вам скажу? Вот закроем уже ее. Что я могу сказать еще про эту программу? Она, конечно, кажется очень простая программа. Эта программа, кажется, ну что там такого, загружаешь в облако. Но, несмотря на то, что она простая, она выполняет свою четкую функцию. Мало того, что вы можете загрузить вот эти вот обложки, альбомы и все остальное,
вы можете синхронизировать с облаком. Вы даже если потеряете где-то список своей коллекции, скачав эту программу, вы снова сможете зайти под своим аккаунтом. Конечно, вы должны помнить свой паспорт и так далее. И загрузить всю коллекцию снова к себе. Кажется мелочи, но я вам скажу так, сколько я пользуюсь этой программой, что на андроиде, мне кажется, она на iOS тоже есть, что на Windows, вот здесь посмотрел, она работает как часы швейцарские, вообще безотказно. Наверное, даже лучше, чем швейцарские часы. Но она работает безотказно, четко. И вот это, несмотря на ее вроде бы простой функционал, мне не надо ничего от нее. Мне не надо, чтобы эти иконки там как-то крутились, там, чтобы была бы какая-то там супер-пупер анимация. Не надо. Мне надо четко, чтобы это был каталог, по которому я могу следить за своей коллекцией. И она с этими задачами с 10 баллов, можно сказать так, четко все выполняет. Давайте сделаем какой-то по этому обзору, наверное, какое-то, ну, не замечание, а какое-то вот решение. Я вам, как и все вещи, которыми я пользуюсь, и после этого делаю на них обзор, я вам четко скажу, эта программа со мной будет всегда. Сколько бы лет я не коллекционировал что-то, я буду сюда добавлять. Что бы я ни коллекционировал, я буду сюда добавлять. Эта программа будет все время со мной. Я ее очень сильно рекомендую. Спасибо заранее разработчикам. Разработчики мне не заплатили ни копейки. Эта программа просто была скачана мной более года назад. Тестировалась, как говорится, в хвост и в гриву на разных телефонах, на разных планшетах. Она работает на больших планшетах, и работает она очень нормально. Она работает на Windows, работает тоже нормально. Занимает очень мало места. Она практически не ест операционки, работает просто моментально, сразу выстреливает. Поэтому скачивайте эту программу, если вы увлеченный коллекционер. Пользуйтесь такой программой и имейте всю свою коллекцию в облаке, в одном месте. И тогда это будет действительно называться коллекцией. На этом я хочу заканчивать такой небольшой обзор вот такой программы. Но я должен был вам про это рассказать, потому что у меня много коллекций, и я где-то их храню. Спасибо вам за то, что вы посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, если вам понравился этот обзор, или дизлайк, если он не понравился, естественно. Жду от вас каких-то комментариев и до новых встреч!